Привет, мои котики! Сегодня у меня такое суперское настроение для того, чтобы с вами сейчас провести ритуал, который будет от вас убирать зависть, черных завистливых подруг, черных завистливых соперниц, черную зависть мужиков некоторых, потому что мужики тоже завидуют. И в основном это будет зависть женская. Потому что, почему женская? Мужчины вибрируют немного по-другому, чем женщины. Женщины в этом плане в основной своей массе приносят больше негатива, вот этой негативной информации в жизнь, чем это делают мужчины. Так что на мужчин вы, в принципе, тоже можно загадывать, если вы знаете своих завистников. Если вы их не знаете, можете не загадывать, но мы все равно будем с вами чиститься. И для этого сегодня рецепт блюда следующий. Это горящая свечка, правда, она у меня в кадр особо не попадает, белого цвета. Потом моя ступица для сжигания всякой фигни. Это будет стакан обычной водопроводной, самой простой воды, не святой никакой, просто водопроводной, потому что святую воду нельзя выливать в унитаз, а вот такую водопроводную мы как раз после ритуала и спустим. Также нам понадобится соль. Иголки. Иголки понадобится. Их понадобится много, но я пока выложила только 4, потом добавлю больше. 4 мне надо для 2 крестов. Дальше мы с вами будем использовать карту. Я люблю очень карту. Карты очень хорошо работают. И это будет тройка пиковая. Из колоды, рабочей сейчас моей колоды. Почему тройка пика? Пика это, во-первых, зло всем известно, да, и вы даже можете смотреть на вот эту вот пиковую карту и понимаете, что, например, десятка это болезни, девятка это сглазы, семерка слезы, шестерка и похороны, дорога, ведущая никуда. Ну, в общем, самые простые такие значения. Так вот, тройка. Двойка это карта смерти. А вот тройка как раз таки вот этого порока. А зависть это, девочки мои дорогие, порок. Особенно когда она относится к вам, то это порок вдвойне, потому что направлена на другого человека. Да, завитки нас иногда тоже берут. Есть белая зависть, да, когда мы просто завидуем, думаем, вот как хорошо у этого человека получается, я тоже так хочу. Но есть же и такие, которые думают совсем иначе, они завидуют именно вашему счастью. И вот сегодня я, например, на своей шкурке тоже испытала зависть своей подружки. Очень серьезную такую, очень мощную в мою сторону фигню. И вот у меня всегда в эти вот такие вот моменты пробуждается моя черная сущность. И я пообещала, что я ее сожгу. А так как я буду сжигать ее, у меня еще хватит очень много сил для того, чтобы сжечь заодно и всех ваших тварей, всех сволочей, которые вам завидуют именно черной завистью. А с черными я хорошо общаюсь. Так что вот сейчас мы с вами будем эту гадость с вас снимать. Любую черную зависть. Даже если вы о ней не подозреваете. Даже если не проснулась вот эта вот сволочь, которая говорит вам всякие гадости. Или она думает о них, но пока не говорит и боится. Давайте будем изгонять это зло в нашей с вами жизни. Просто аж руки у меня чешутся поработать в этом направлении. Я терпеть не могу вот эти вот все грехопадения, да. И одно из них это зависть. Я никогда не завидую никому. И вам желаю не завидовать, строить свою жизнь. А вот этих тварин мы с вами будем убивать. Будем с вами убирать зависть соперниц, разлучниц, плохих
подруг, плохих друзей, людей, коллег, либо бизнесменов, либо тех, которые завидуют вашим деньгам, вашему благополучию, вашей любви, вашей хорошей жизни, здоровью, красоте. Всех мы их сейчас будем с вами как ворон стрелять. Ну что ж, начнем. Правда, ритуалик такой будет. Не все я буду все-таки показывать видео. Буду, не знаю, наверное, буду останавливать просто видео и говорить за кадром и дальше продолжать, потому что он такой нелегкий, я бы сказала, нелегкий для понимания. Всегда делаю его в одиночестве. Всегда в одиночестве, потому что некоторые слова будут очень такие неприятные кое-кому. И еще нам понадобится 2 свечки. Красная свечка. Это для того, чтобы активизировать после ритуала наши с вами силы. И черная свечка. Черная, самая настоящая магическая черная свечка, которой мы будем выдавливать, во-первых, зависть, которая уже на вас легла или подходит к вам, но, скорее всего, легла. И будем переводить это все в красный и белый свет, в свет огня. Кладбищенскую землю я сейчас использовать не буду. Она, в принципе, сейчас нам не особо нужна. Итак, поехали. Берем карту. Вот эту зависть. Видите, какая она черная? Посмотрите. Черная. И дым этот черный вокруг вас обвился. Вот его-то мы с вами и будем снимать. Ритуал следующий. Я нарекаю эту карту именем завистника вашего, того, кто черной завистью вам завидует, который насылает вам болезни, который насылает на вас проклятие. Тот человек, либо те люди, которые желают вам зла, которые не желают вам ничего хорошего, которые хотят ваши деньги отобрать ваших мужчин, отобрать вашу удачу, отобрать все хорошее, что у вас есть, и забрать это себе. Вы сейчас не то что не заберете ничего, вы еще такую обратку получите, что мама дорогая. И с водой я вам это покажу. Сейчас я остановила видео для того, чтобы произнести другие определенные слова. После этого я переворачиваю карту. И сейчас каждой иголочкой, которую я погрею на белой свечке, будем гнобить вашу эту зависть, которая на вас лежит. Будем избавляться от хреновых подруг и от хреновых людей. И пусть им будет это все возвращаться. Я никогда в землю не втыкаю, в принципе, все плохое. Все плохое надо возвращать. Вот иголка была накалена. А теперь мы будем ее втыкать. Первое. Трисея. Тряси завистника. Вторую свечку нагреваю. Гнесея. Ложись у врага, у завистника в грудях, не дай груднице ни пить, ни есть, и пусть все, что он желает, ему же и вернется. Лебедея. Знаби врага нашего, что все, что он завистью принес, пусть ему уже и вернется. Гнедея. Мешай врагу нашему спать, пусть вся зависть и вернется.
Глухея, оглуши врага, оглуши вражину, и пусть зависть ей все это и вернется. Пухия, пущ утробу его желти. Грудище, грудище, приходи, приходи, грузище. Ложись у врага, у завистника в грудях, напусти трепоту сердца. Желтея приди, желтея приди, желтея приди. Пусть желтым будет этот человек, который завидует. Агнея, Агнея приди, приди, Агнея. Разжигай, разжигай его, врага, завистника, как смоленые дрова. Пусть кипит он жаром. Как полено пусть кипит. Ламея, приди, Ламея, приди, Ламея. Ломай ему кости, этому врагу. Карноша, 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 приди. Тяни ручные, ножные жилы, пусть дикая боль ему станет. За зависть девочки. Невея, приди, Невея, приди, Невея, Невея, приди. Приди, Невея, и сними голову этой твари. И 13-я наша иголочка, закрепляющая. Накалывайся. Гвоздей тебе в ноги. Ни пути, ни дороги. Истина. Вот. Вот такую вот мы типа куколку Вуду сделали. Девочки, я не буду переворачивать все-таки на эту сторону, потому что там, конечно, смотреть лучше не смотреть. Мы это все убираем. Дальше мы берем с вами черную свечу. И сейчас мы будем с вами на соль это все снимать. Втыкаем все наши иголочки в соль. Зажигаем свечу. И завистника сейчас мы поплавим. Плавь его. Плавь эту гадость. Плавь ее. Плавь эту гадость. Давай. Работай, работай, дорогая. Закрепляй. Закрепляй. Уходи, вся зависть, наведенная в соль, уходи. Пусть слезы соленые будут у того человека, кто черной завистью вам завидовал. Пусть кара его постигнет, раз не белая, так черная догонит. Всю черноту с вас снимаем. Ого,
Это ж надо так быть, да, такой тварью, девочки. Не зря мы это смотрим с вами. Ой, не зря. Когда я только начала эту черную свечку жечь, вот пару где-то капель, капель 5, да, шло что-то церковное. Ну, как церковная магия, да, как бы это странно не звучало. Знаете, тут что еще и шло? Шло, как будто не хотели, чтобы вы куда-то полетели. Именно полетели. Так что тот, кто хочет полететь куда-нибудь на море, либо в другую страну, поверьте, мы сейчас с вами это снимаем. И смотрите, как горит огонь-то, а. Очень сильно горит. Потому что зависть, черная зависть, это большой грех. Так, а кому-то, девочки, из вас, смотрите, что загорелось. Иголки горят, иголки горят. А смотрите, как огонь выжигает, да, чистит. На той стороне скелет был нарисован. И именно скелет и вычищает. Сейчас мы посмотрим, что останется. Свечка почти отработала свое. Но мы ее уже добьем до конца. И посмотрим, что останется, какой рисунок. Кто еще в пламени не забыл, что мы снимаем, мы с вами снимаем зависть. Положу уже черную свечку. Гори, гори ясно. Гори, тварина. Гори, зависть, ярким пламенем. И возвращайся к тому, кто тебя навел. И не трогай моих девочек, не трогай моих котиков. В обиду не дам. А теперь мы вытаскиваем все хорошее, всю лаки, всю удачу с того человека, которого мы палим. И не с одного. Вот, мы зажгли свечечку. Сейчас я ее просто поставлю так, чтобы она горела. Видите, что получилось? Прогорело. Скелет полностью прогорел с иголками. Отлично. Теперь вот эти вот иголочки с вот этим пеплом и с этой солью. Соль, она защищает. С этого круга вот эта вот гадость не вырвется, потому что соль замыкает это все. И мне надо стакан воды. Это немножко, я бы сказала,
из цыганского. Цыгане в основном, ну не то, что в основном, я не знаю, как многие цыгане, но я помню, как мы болтали с моей знакомой, с хорошей знакомой, и она говорила, что зависть надо убирать именно водой. И вот этих людей мы сейчас закроем полностью. На мою руночку попала водичка. Ну, как всегда, у меня тут рабочая атмосфера. Этот стакан я оставляю с водой. Он должен еще целую ночь постоять на столе у меня. Я его даже не на стол поставлю, а на кирпич монастырский. Свечку мы зажгли. Свечка сейчас горит ровно, хорошо. Красная наша свечечка. Свеча удачи. Белая горит тоже хорошо. Черная плакала. И вот эту вот всю гадость, сейчас она подостынет. И я уберу ее в свой черный угол, который я периодически чищу. Ой, какая красота. Фу. Мне ж самой тоже легче стало. Горите в аду, наши завистники. Я вам желаю от всех вас, от всех своих девочек, от всех своих котиков, которые страдают. Пусть это говнище никогда нас с вами не трогает. А те, кто нам желает, пусть отправляются туда, куда ему надо отправиться. В самое черное место. А адрес я напишу. Пока-пока, девочки. Ложитесь спать, все у вас будет хорошо. Больше зависть, которая на вас висела, она уже просто не имеет никакой силы. И мы это все вернули, причем очень в жесткой форме. На 13 иголок я делаю очень редко, и то, когда меня очень сильно достанут. А сейчас меня достали очень и очень сильно. Пока-пока.